Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт Ферреро Роше. Этот торт создан по мотивам известных любимых конфет. В его составе ореховая паста, орехи-фундук, хрустящие вафельки и много шоколада. Итак, давайте начнем готовить. Для теста нам понадобится полбанки сгущенного молока с сахаром, это 180 грамм, 200 грамм сметаны любой жирности, я брала 20%, 200 грамм сахара, 2 куриных яйца среднего размера, 300 грамм пшеничной муки, 20 грамм какао-порошка, пакетик разрыхлителя для теста 10 грамм и примерно пятая часть чайной ложки негашенной соды. Смешиваем муку, какао-порошок, соду, разрыхлитель. Просеиваем. Куриные яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сгущенное молоко. Сметану. Все хорошо размешиваем до растворения кристалликов сахара. Всыпаем мучную смесь и быстро замешиваем однородное мягкое тесто. Долго месить тесто не нужно, главное добиться однородности, и этого будет вполне достаточно. Тесто получается довольно мягким, жидковатым, по консистенции как густая сметана. Из теста нам нужно будет испечь 4 коржа диаметром 24 сантиметра. Сделать это можно по-разному. Можно каждый корж печь в отдельной форме, а можно разделить тесто пополам, каждую половину вылить в разъемную форму для тортов диаметром 24 сантиметра, испечь 2 коржа и затем каждый корж разделить пополам. Я буду выпекать 4 отдельных коржа, но без формы, на листе бумаги для выпечки. Для этого я взяла 4 полиэтиленовых пищевых пакетика, их разрезала, разделила тесто между пакетиками и затем вот таким образом подняла края пакетиков, скрутила. В результате получился такой своеобразный узелочек с тестом. Берем лист бумаги для выпечки, узелочек кладем вот таким образом на ладонь, раскрываем края и быстрым движением переворачиваем. Тесто очень мягкое, его можно либо раскатать скалкой до нужного размера, либо просто вот таким образом размять, распределить руками. Здесь самое главное следить, чтобы толщина теста была примерно равной. Сверяемся с меркой. У меня мерочка диаметром 24 сантиметра. И затем очень аккуратно, вот таким образом, двигаясь все время вдоль рабочей поверхности, аккуратно отделяем, снимаем пленку. Корж на бумаге для выпечки перетаскиваем на противень и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 15 минут до готовности. А пока печется первый корж,
Мы раскатываем, разминаем точно таким же образом все остальное тесто. И на бумаге для выпечки оно у нас будет ждать своей очереди. Готовность коржа я обычно определяю вот таким образом. Слегка надавливаю пальцем на центр коржа. Если палец не проваливается, значит тесто испеклось. И, конечно же, готовность можно проверить деревянной палочкой. Если выходит чистое, без следов теста, корж готов. Дадим коржу слегка остыть и затем подровняем по форме. Обрезочки убираем. В этом рецепте я их не использовала, но при желании вы можете их подсушить, размять в крошку и использовать для украшения торта. Пока корж с бумаги не снимаем, перекладываем его на ровную поверхность и даем полностью остыть. Для шоколадного крема нам понадобится 500 мл жирных сливок для взбивания жирностью 35% и 200 грамм шоколада. У меня плитка молочного шоколада и плитка горького, но вы можете взять любой по вашему желанию. Сливки нагреваем до очень горячего, выливаем на шоколад, оставляем в покое на 5-7 минут, а затем аккуратно размешиваем до полного растворения шоколада. В результате должна получиться однородная по цвету шоколадная масса. Сейчас она достаточно жидкая, но потом мы сливки взобьем в легкий шоколадный крем. А поскольку взбиваются только очень холодные сливки, мы ставим нашу массу в холодильник как минимум на 2-3 часа. Можно приготовить ее заранее, с вечера и оставить в холодильнике на целую ночь. Пропитывать торт мы будем сахарным сиропом. Для его приготовления нам понадобится 3 столовые ложки горячей воды, 2 столовые ложки сахара и столовая ложка коньяка либо любого другого спиртного. При желании спиртное можно пропустить, ничем заменять не нужно. Добавляем воду в сахар и при аккуратном нагреве, либо на плите, мне удобно это сделать в микроволновой печи, нагреваем до горячего и до полного растворения сахара. Вливаем коньяк, размешиваем и дадим полностью остыть до комнатной температуры. Для шоколадной прослойки с орехами и вафельками нам понадобится 100 грамм ореховой пасты, у меня нутелла, 70 грамм сливочного масла, 100 грамм растопленного и охлажденного шоколада, я взяла горький, но можно взять любой, молотые вафельки. Желательно использовать вафельные листы, то есть без начинки. В этом случае понадобится 3-4 листа. Я же использовала вот такие вафли с шоколадной начинкой. Взяла их 150 грамм и измельчила руками. А также понадобится 150 грамм обжаренного нарубленного фундука. Крем готовится очень просто. Взбиваем размягченное сливочное масло, масло комнатной температуры, не растопленное. И затем вмешиваем ореховую пасту и растопленный и охлажденный до комнатной температуры шоколад. Еще раз хорошо размешиваем. В результате получается вот такая очень шоколадная легкая масса. Небольшую часть отделяем. Она нам понадобится для покрытия верхнего коржа торта. А в оставшуюся добавляем по вкусу и до желаемой консистенции рубленые орехи и размолотые вафельки. Часть орехов обязательно оставьте, они нам понадобятся для обсыпки торта. В ореховую массу я добавила примерно половину всех подготовленных орехов и примерно 100 грамм размолотых вафель. Размешиваем, и наша ореховая масса готова. Из этой массы я сформирую конфеты для украшения торта. Для этого отделяем чайную ложку, подкатываем и обваливаем в рубленых орехах и вафельках. Всего нам понадобится 10-12 таких конфет. Ореховая масса мягкая, липкая, и если из-за этого с ней будет неудобно работать, можно поставить ее ненадолго в холодильник. Возможно, это сделает работу легче. Сформированные конфетки убираем в холодильник до полного застывания. Достаем из холодильника сливки с шоколадом. Как видите, смесь стала погуще, но она все еще очень жидкая. И далее взбиваем точно так же, как мы взбиваем обычные сливки без шоколада. Взбиваем до устойчивых пиков. Вот до такого состояния.
И у нас все готово. Нам останется только собрать торт. Первый корж отделяем от бумаги для выпечки. Для этого корж переворачиваем и вот таким образом, двигаясь все время вдоль рабочей поверхности, отделяем бумагу. И здесь очень многое зависит от качества бумаги. Если бумага хорошая, качественная, то она отделяется без проблем. Вот такой красивый ровный корж. Корж переворачиваем и с обратной стороны, которая, как правило, более рыхлая, пропитываем сахарным сиропом. Выкладываем на сервировочное блюдо, не пропитанной стороной кверху. Распределяем ореховую массу. Подравниваем. У меня еще остались вафельки, поэтому я их разломала и выложила сверху. Но вы здесь можете действовать исключительно по вашему вкусу. Сверху выкладываем следующий корж. Снимаем бумагу. Конечно же, можно это сделать на рабочем столе. Корж пропитываем сахарным сиропом. Выкладываем слой шоколадного крема. Примерно четверть всего крема нам понадобится для того, чтобы промазать борта торта. А весь остальной крем делим примерно пополам и распределяем между двумя коржами. На шоколадный крем выкладываем следующий корж. Его пропитываем. Шоколадный крем распределяем. Крем довольно мягкий, поэтому торт удобнее собирать в форме, но можно обойтись и без формы. Последний корж отделяем от бумаги для выпечки. Переворачиваем. Гладкой стороной к низу, пористой кверху. Пропитываем сахарным сиропом. Опять переворачиваем. На этот раз гладкой стороной кверху. И распределяем тонким ровным слоем отложенный ореховый крем. Напомню, что часть крема мы отложили, а в остальной крем мы добавили размолотые вафельки и орехи. Как вариант, крем можно было не откладывать, а приготовить отдельно, скажем, шоколадную глазурь. Аккуратно выкладываем корж сверху. Оставленным шоколадным кремом выравниваем, промазываем борта торта. И ставим торт на полчасика в холодильник, чтобы застыл верхний крем и шоколадный крем стал более плотным. Бока торта просыпаем рубленными орехами. Для этой же цели можно использовать и обрезки коржей, размолотые в крошку, и вафельки, в общем, на ваше усмотрение. Сверху раскладываем конфеты. Ставим торт для пропитки еще на пару часиков в холодильник, и наш торт готов. Торт получается очень вкусным, очень шоколадным, с мягкими коржами и легким по текстуре и очень вкусным шоколадным кремом и шоколадной прослойкой с хрустящими вафельками и орешками, который по вкусу очень напоминает известные конфеты Ферреро Роше. Итак, наш торт Ферреро Роше готов, и мне остается традиционно пожелать приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вас удивит и порадует. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.